this special time of year. I'm so very glad you're here. Merry Christmas. Merry Christmas. Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам буду показывать, как я делала венок из нобелиса. Про нобелис я вам уже рассказывала в прошлом видео, можете его пересмотреть, но еще раз напомню, что нобелис это такое дерево, которое не осыпается, очень долго не осыпается. Часто мы ищем растения, которые нам нужны для наших работ, сухоцветов, но, как оказалось, нобелис это идеальный вариант. Он может стоять зеленым, даже у него такой красивый, немножко голубоватый оттенок, и также не осыпаться у вас приблизительно год. Часто он стоит дольше. В прошлом видео я показывала елочку, которая стояла 4 года, он потом поменяет цвет. Так вот, на своем опыте сказать не могу, я сама не пробовала, работаю с ним впервые. Но я обязательно сохраню свой веночек и посмотрим, сколько лет у меня продержится и каким он станет. Так что в этот раз для себя я сделала вот такой венок. Я люблю очень простые вещи, мне хотелось сделать этот веночек более таким живым и настоящим, не добавляя туда много декоративных элементов. В итоге я повесила просто ленту и добавила 2 оленя. Они у меня были красные, покупала их когда-то в магазине Еврошоп и просто засыпала их серебристыми блестками. Теперь вот такой веночек висит у меня в комнате. Единственное, я, конечно, лентяйка или просто я не успела, я не задекорировала заднюю часть своего веночка. С обратной стороны лучше всего приклеить или какую-либо ткань, или же можно сделать это мешковиной или фетром. Мне надо будет съездить купить фетр и задекорировать заднюю часть. А пока он у меня висит на стене, и этого даже не видно. Нам понадобится заготовка из картона. У меня была вот такая готовая. Вы можете вырезать из картона диаметр 23 сантиметра и ширина нашего веночка получится 6 сантиметров. Я склеила 2 таких части для того, чтобы он был более прочным. Теперь собираем дома всю макулатуру. У нас это обычно разносят в почту. Всю рекламу, все газеты, все журналы можно использовать для веночка. Беру нитки. Начинаю приматывать нашу бумагу. Делаю это так, чтобы ширина везде была одинаковая. Тем самым веночек у вас будет одинаковый. И, как я уже говорила, сам нобелис, вот такой он вблизи, какой у него красивый цвет, это просто что-то. Он вроде бы зеленый, но в тот же момент немножко голубоватый. И что интересно, что верхние веточки в нем более голубые, чем снизу. Поэтому при раскладке своего веночка тоже это учитывайте. Можно сделать одну сторону веночка в одном цвете, а вторую в другом. Я буду разрезать все свои веточки на маленькие части. Я не хочу делать свой венок именно таким более пушистым. И еще забыла. После того, как я обмотала весь венок бумагой, я решила сверху закрепить все самым простым обычным скотчем. Тем самым основа будет более надежная. Нарезаю все веточки на маленькие части. Если вы хотите более пушистый венок и чтобы все веточки торчали в разные стороны, то не стоит резать их на маленькие части, как я. Используйте большие веточки. Тоже беру нитку и буду приматывать. Во флористике обычно используют флористическую проволоку. У меня же ее нет, но нитки ничем не хуже. Просто не надо сильно их натягивать, чтобы они не рвались. Что я решила сделать в первую очередь? Это примотать все свои веточки. Точнее, у меня получилось их всего лишь пару штук в середине. Можно было этого и не делать. Так как постепенно прикручивая все ветки, у нас все равно там бы все заполнилось. Поэтому это было так, зря, можно сказать. Можно изначально начать собирать венок и не заморачиваться, что будет в серединке. По итогу все равно получится красиво. Теперь все свои маленькие веточки начинаю постепенно прикладывать и приматывать ниткой. Можно использовать термоклей. Так как нобелис не требует воды, он будет стоять долго, висеть и радовать,
можно это делать просто термоклеем. Держаться тоже будет неплохо. И что самое интересное, что когда вы берете самую простую елку, она влажная, и ветки отпадают. Почему-то с Нобелесом такого не случается. Какое-то специфическое растение получилось в природе. И вот таким образом постепенно заполняю весь свой венок. Смотрю, чтобы нитка у меня шла под иголочками и ее не было видно. Приматываю каждую веточку хорошо, чтобы держалась надежно. Ну и смотрите, как вы приматываете свои веточки. Для того, чтобы они немножечко вроде торчали, но в тот же самый момент форма у вас была красивая. Теперь ничего нового дальше я вам не скажу, поэтому наслаждаемся просмотром. После того, как я закрепила все свои веточки, я обрезаю нитку и закрепляю ее с обратной стороны тоже скотчем. Держаться будет надежно, никуда ничего не убежит. Ну и теперь я беру в руки термоклей. У меня осталось пару веточек, которые я хочу вклеить, и вклеивать я буду в тех местах, где все-таки у меня остались пробелы. Так как я не декорировала свою основу никакой тканью, ни мешковиной, ничем, в некоторых местах у меня получилось просвет, поэтому это нужно закрыть. Не хотите? Декорируйте изначально свою основу. Приклеила, и в принципе на этом мой венок готов. Не забудьте задекорировать свой венок с обратной стороны. Сегодня я вам показываю просто то, как я собирала такой венок. А уже как задекорировать и как его украсить, вы можете выбрать сами. Ну а если вам понравился мой вариант веночка, ставьте лайк, не забывайте подписаться на мой канал. Также переходите в описание, там будут ссылки на все мои соцсети, где я обычно выставляю фотографии, шаблоны, поэтому все ссылки будут в описании. И до новых встреч, пока-пока! И забыла. Камин не наделан, поэтому я в надежде на то, что завтра я вам покажу, какой он будет в итоге.